Всем привет! Меня зовут Роза, и я создатель студии дизайна Розар Дизайн. Наша студия существует с 2014 года. Мы занимаемся разработкой жилых и общественных помещений. Разрабатываем интерьеры, реализуем их. В общем, полный процесс работы, связанный с дизайном интерьера. День дизайнера очень сложный, очень насыщенный, постоянно в каком-то движении. И сегодня я вам покажу маленькую частицу того, как проходят наши дни. Будем ломать стереотипы о том, что на BMW ездят только мужчины. Девушки тоже любят BMW. Никогда в жизни не думала, что я сяду на BMW. Никогда. Даже не предполагала. Ну вот реально у меня тоже, меня заразили стереотипом, что типа это такие хулиганы пацаны, там, да, там ангельские глазки, там они такие все в кипонах, в широких штанах, там такие ездят, и, там, дерзят всем, пытаются байговать. Вот. Ну для меня такой был стереотип. Потом, короче, я продаю свой Мерс. У братишки друг работает в Алмате, работал тогда в Алмате в Баварии директором. И они созвонились, ну, тот говорит, приезжай, там посмотришь. Я такая, да ну, бэха, ну как бы, я вообще не рассматриваю такую машину. Ну просто приедь, у нас кроме BMW там еще какие-то есть, которые перепродаются. Ну ладно, мы приезжаем, короче, идем по улице, помню, к этому офису, и там стоит моя пятерочка, моя будущая. И мы с братишкой, не сговариваясь, автоматом вот так вот залипаем, короче, идем, и вот так вот у нас голова, короче, на эту машину. Она такая была сексуальная. Вот этот цвет, как он правильно называется, ну, типа мокрый асфальт, стальной, да, вот этот оттенок серого, красивый, черные диски на 20, ну там, блин, такая она дерзючая, решетка эта черненькая вся. И, в общем, я вижу ценник там 18 миллионов, а у меня на руках 9 миллионов. Ну, естественно, я сразу себе ставлю запрет в голове, что нет, ты эту машину не купишь, у тебя столько денег нету. Ну ладно, а вот этот друг, он, видимо, опытный продавец, он, короче, сразу себе отложил в копилочку мозга то, что нас эта машина зацепила. Вот, и мы прошлись опять, посмотрели, ничего не понравилось, и он говорит, а вот я, говорит, увидел, что, ну, там, зацепило, говорит, может, просто попробуешь поездить? Я такая, да ну, неудобно, да нет, тест-драйв же, ну, типа, давай, без проблем, просто попробуй поездить. Ну ладно, думаю, что я теряю, времени куча, все равно. И я, в общем, сажусь за руль пятерочки. И, короче, как дала по алматушечке. Это вот как вот это соединение аватара с его птицей, короче, было. Боже мой, какие я испытала эмоции. Она такая послушная была. Она прям вот как будто чувствовала меня, как нужно повернуть. То есть все устроила прям. Я почувствовала себя максимально круто в этот момент. Манера езды, управление, как я сижу элементарно на этом кресле, какое расстояние до руля, там, да, где расположены кнопки, все просто вот идеально было, не к чему было придраться, кроме цены. Вот, и я, в общем, мы провели там 4 часа или сколько, оформили кредит на братишку, и все, и я уехала с Алматы на своей пятерочке первой. Это гостевой санузел. Здесь, видимо, этот пока раковины нет. Слушай, ну все по проекту сделали, молодцы. Это двери еще не доделаны. Ну, то есть не обращаю внимания, это просто еще приклеить должны. Вот, и здесь такая классная комната. Это зал, получается. Здесь клиентка хотела, как все казахи, люстру. Я не сделала ей люстру. Сделала вот такие прожектора. Ну ничего, так нормально. Плиточку мы нарезали, все на заказ. Не халям-балям. Здесь вот я нарисовала, ее нарезали. Все по проекту, классно. Слушай, ну нормально. Люстры почему так высоко задрали? Ну, то есть этот же керамогранит, там, да, чуть-чуть ванна были квадратные. Ну, то есть концепция максимально. Смотри, вот оно зеркало по проекту, и вот зеркало, которое получилось в итоге.
Короче, как я влюбилась во вторую свою машину. Я обслуживала первую свою машину в Баварии, меняла масло там, да, и так далее. Она меня, в принципе, всегда устраивала, нормально все было. Но в очередной раз, когда я приехала менять масло, время было очень много лишнего времени. Я думаю, дай похожу, посижу, посмотрю, потрогаю, что тут есть, там интересно же, модельки. И я села, получается, в новую пятерку. Это, конечно, моя следующая мечта. Вот я сейчас сажусь и буду настраивать свою энергию космоса на свою третью BMW. Я села за руль своей второй машины, расслабилась, увидела весь этот внутренний интерьер. И я реально не думала, что я ее куплю. С салона новую, да. Я просто села такая и думаю, привет, красотка. Я за тобой скоро приду. Ты такая хорошая, я тебя заберу. И все. И буквально через месяц я оставляю залог за эту машину, дыхаю свою машину и, получается, езжу теперь на новой пятерке. Теперь сделайте вид, что вас нет, и я буду настраивать свою энергию на X7. Короче, вообще я хотела X6. Я приезжала и прям намеренно думала, что куплю X6. Я брала ее на тест-драйв 2 раза, но я поняла, что это не моя тачка. Даже BMW рознь. Надо мерить, надо ощутить машину. Очень важно, когда ты, как этот аватар, там, сливаешься, да, со своей тачкой. Для меня важно. И вот у меня связи с X6 не произошло, поэтому даже, не знаю, наверное, не буду я ее. Вот надо попробовать теперь здесь поездить. Вот говорят же про финансовый потолок, там, да, типа ты не можешь себе позволить внутренний, поэтому у тебя и не получается реализовать, да, там. Вот у меня был потолок, я себе, например, я бы не сказала, что я там через год-полтора сяду за руль машины с салона BMW, там, ну, сколько она мне вышла, 30 там, с копейками миллионов, да, ну, то есть для меня это, я не представляла на тот момент, что это возможно, потому что я взяла первую BMW в кредит, вот, а потом я копила деньги, ну, у меня ремонт предстоит, я копила деньги на ремонт, вот, и когда так получилось, что я зашла в салон, там, да, увидела свою новую пятерочку и сказала, ты будешь моя, детка. Вот. Буквально вот сразу же практически я 1 000 000 тенге внесла залог и подумала, ну, опять оформлю в кредит, короче. И когда я пошла разницу, ну, мне нужно было проплатить, там вышло ровно 13 миллионов. Это как раз та сумма, которая у меня была накоплена. И все, и я взяла не в кредит, я взяла уже за наличку, получается. А теперь я понимаю, что и 47 миллионов, ну, как бы не потолок совсем, да, я плачу за свой кайф. Вот я кайфую от этой машины, и я готова за нее заплатить сколько надо. Я люблю черный цвет, вот, но, как видно, все время мучаюсь из-за своей любви. Здесь стройка. Хотела посмотреть, вопросы есть какие-то здесь по остеклению? Остекление, что там? Азамат куда? У ребят, в смысле, кто монтаж делает. Здесь будет самый лучший ресторан в городе. Такая кухня, ни у кого ее нет. А дизайн какой будет вообще. Все. Вообще, знаешь, приколы такие бывают. Порой, ну, то есть, дизайнера как воспринимают? Дизайнер — это в основном для них студентка, студент, да, кто там только начинает, молодой какой-то и так далее. И ты когда приезжаешь на такой машине, на объект, или даже на встречу с клиентом, который сам ездит на машине какой-то абсолютно другой, и для него, ну, то есть это не важно, они такие смотрят на тебя и думают, блин, ты сейчас, наверное, ценник загнешь, да, там, ты сейчас там то-то, с тобой торговаться нельзя. В общем, сразу принимают меня такой, какая есть, и моя машина — это показатель моего какого-то, наверное, статуса, что ли. Вот какая я сейчас, такая же моя машина. У меня есть один знакомый, он такой весь вот такой, и говорит, нет, я бы BMW никогда не купила. Я говорю, почему? Ну, это же несерьезно. Я говорю, почему несерьезно? Ну, это же такая хулиганская машина, там, да, там такая дерзючая, хочется там по газам дать и так далее. А я человек солидный, мне такое нельзя. И вот очень жалко, что люди себя ограничивают
стереотипами, да, такими. Мне кажется, машину нужно вот по характеру выбирать. На трассе, короче, ну, всегда же мы на трассе проверяем. В городе не разгонишься много сергеков. Короче, мы поехали в Боровое. Там трасса такая идеальная, классная. И с подружкой ехали. Я разогналась до 50. Вообще офигенно. Она, короче, такая прилипла к земле. И просто настолько четко держалась. Причем не было какого-то страха. Бывает, когда разгоняешься на машине, она начинает шуметь там, или как-то себя вот так вот там, ну, то есть не держится, да? А вот это как будто прям сцепление произошло с землей. И ехал, я даже не переживала, что 2 километра в час. Есть минус, когда женщина ездит за рулем BMW. Мужчины не подкатывают. Я в тот раз как-то взяла Тойоту у подружки, ездила целый день, у меня машина стояла на замене масла. Там на каждом светофоре ко мне так вот оборачивались, там смотрели, там что-то глазками мигали. А на BMW, когда едешь, никто так не остановится на светофоре и глазом тебе не моргнет. Никто даже смотреть на тебя не хочет. Представляешь, вот это минус. Наверное, думают, что женщина за рулем BMW, она какая-то там мужикообразная, я не знаю, сильная или что. Но на самом деле это все фигня. Женщина всегда женщина, независимо от того, какие вокруг нее инструменты, которыми она пользуется. Так, ну вот так вот активно проходит день дизайнера. Мы посетили сегодня, наверное, около 10 точек в городе, и нужно было двигаться очень оперативно. Каждый час, каждая минута были расписаны. Как всегда, мне помогает моя любимая машина, которая никогда меня не подводит. Она настолько справляется со своими функциональными обязанностями, она моя помощница, она мой комфорт, она мое настроение, я ее очень сильно люблю. После всего этого движения ежедневного я к вечеру отдыхаю дома со своими 4 детками. Вот, сейчас пойду домой дарить им свою любовь, а они мне мою, и заряжать меня на следующий рабочий день. Дорогие женщины, дорогие девушки, девочки, бабушки, сестры, подруги, я от всей души поздравляю вас с нашим Международным женским днем, с праздником весны, с праздником нас, красивых, любимых. Я желаю, чтобы ваши мужчины носили вас на руках, чтобы вы всегда были ценимы, любимы, чтобы всегда сбывались ваши самые заветные мечты. Мечтайте, визуализируйте и будьте всегда полны энергии. С 8 марта!